Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы с вами будем подводить итоги прошедшего января месяца 2026 года и будем говорить, друзья, о рынке жилой недвижимости целого причерноморского региона. То есть очень подробно поговорим с цифрами о рынке жилой недвижимости города Одесса и города Николаев. Ну, в начале видео традиционно поговорим о колебательных процессах длиной в 1 месяц. Дальше я, так сказать, посвящу большую часть видео городу Николаеву, так как по городу Одесса уже был обзор у меня. Ну и в конце видео сводные данные в целом по региону, что произошло за 1 год с недвижимостью. И, конечно же, краткосрочные прогнозы до конца первого квартала 2026 года о том, что будет происходить с рынком жилой недвижимости. Обо всем об этом мы поговорим с вами. Друзья, смотрим подготовленный мною материал, как я люблю говорить, через призму времени и цифр. Попробуем вместе с вами разобраться в процессах, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости Причерноморского региона благодаря статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Олимп Консалтинг. Итак, друзья, перед вами карта Причерноморского региона, куда входят 3 крупных областных города-центра. Это Николаев, Одесса, Херсон. До войны входил еще город Севастополь. Это город, который имел отдельный статус, как и город Киев, и автономная республика Крым. Это так назывался Крымский полуостров. Сегодня мы говорим о городе Одесса и Николаев. Ну, Одессу я уже записывал, данные можете прочитать. Будем говорить сейчас о городе Николаеве. Это колебательные процессы, период сравнения. Вы видите, у нас декабрь 2025 год с январем 2026 года. Итак, друзья, давайте кратко пройдемся по данным, которые характеризуют состояние рынка недвижимости на конец января 2026 года. Количество предложений, друзья. Выборка, куда попала недвижимость, это первичный, вторичный рынок. Видим, что 9010 объектов жилой недвижимости было нами зафиксировано с помощью программного комплекса Olymp News. Квартиры, которые выставляются на продаже в январе 2026 года, что на 6,1% меньше, чем это было, друзья, в декабре. Но это связано с тем, что уже на протяжении 2-3 даже месяцев в связи с обстрелами инфраструктуры, энергетической в том числе, мы видим, что свет отсутствует в больших городах, и не только в больших. Ну, я уже там не говорю про маленькие населенные пункты, там в априори, наверное, нет его давно уже. Так вот, люди просто перестали выставлять через интернет на продажу свои объекты недвижимости. Я вспомнил 91 год, когда только Украина стала самостоятельной, так сказать, из республики государством стала. Вот такая же ситуация была. Интернета не было тогда, и вот работало на продаже и на покупке сарафанное радио, или же объявление в газете, или же расклейка по, так сказать, дворам расклеивались там такие листовочки: продам или куплю недвижимость. Вот, друзья, все идет к тому, что мы, так сказать, идем к 91 году, да, без интернета. Понятно, что очень сложно продать как минимум недвижимость свою. Поэтому именно с этим связано аж на 6% снижение активности по предложениям. Социальное жилье. Буду говорить только процентном соотношении. Город Николаев за месяц, это вторичный рынок, снижение минус 0,41%. Эконом-комфорт, бизнес-класс. Снижение, это также вторичный рынок, снижение минус 0,32%.
Первичный рынок квартиры эконом-класс, также видим снижение минус 0,23%. И первичный рынок комфорт бизнес-класс, снижение минус 0,16%. Друзья, город Николаев, в отличие от города Одесса, на протяжении, в общем-то, многих месяцев 2025 года показывал нам адекватное поведение рынка, то есть снижение незначительное, но ежемесячное. Ну и несложно как бы догадаться, практически прифронтовой город, напомню вам, что вот здесь видите карта, вот город здесь Очаков, кстати, город Очаков. Я в городе Очаков жил определенный период времени. Очень хорошее место было, прям с ностальгией вспоминаю об этом городе. Вот это вот, видите, это Кимбурская коса. Это Николаевская, друзья, область. И на сегодняшний день российские войска Российской Федерации занимают Кимбурскую косу. Это Николаевская область. Поэтому можно абсолютно однозначно говорить, что Николаевская область – это прифронтовая область, и город Николаев также прифронтовой город. Итак, друзья, подводя итоги, здесь мы уже поговорим и о городе Одесса. Вниз переходим по карте. Видим социальное жилье. На примере социального жилья хочу вам показать, что произошло в течение одного месяца по целому региону. Город Одесса, $735 – это стоимость квадратного метра социального жилья. Рост незначительный, продолжается еще в Одессе, плюс 0,27%. Но уже не по проценту, друзья, как это было в сентябре, в октябре. То есть динамика снижения присутствует, затухающая динамика. Но, видите, пока за месяц 0,27%. Город Николаев, $480 за квадратный метр. И снижение минус 0,41% за месяц данного класса жилья. В целом, вот здесь среднее арифметическое число. Мы видим, что сравнивая первый месяц январь 2026 года с декабрем 2025 года, ничего не изменилось. Здесь $608 квадратный метр. И $608 квадратный метр был в декабре 2025 года. Переходим к следующему слайду, и здесь мы поговорим уже, как я обещал, о городе Николаеве. Больше уделим внимания, так как я по Одессе уже записывал подобное видео. Это у нас социальное жилье. Период исследования, естественно, декабрь 2025 год с январем 2026 года. Класс социальное жилье. Что бросается в глаза? Что наибольше всего подешевела недвижимость в Корабельном районе, минус 0,44%. И меньше всего подешевела недвижимость в Центральном районе, минус 0,40%. Переходим к следующему слайду. Он появился, друзья, благодаря вашим просьбам. Здесь мы с вами посмотрим, что произошло с недвижимостью города Николаева на протяжении 4 лет войны. Подумайте только, как быстро бежит время. 24 февраля 2022 года началась война. И вот давайте посмотрим, здесь исследования поквартальные. Я взял март 2022 года, класс социальное жилье, самый большой класс, который эксплуатируется на территории Украины. $577 за квадратный метр. Видим, что первый год войны снижение было порядка, наверное, 7%. Ну, можете посчитать, реперные точки есть. Это поквартальные исследования. Второй год, в общем-то, мы увидели, что рынок встал на паузу. Второй год войны, я имею в виду, практически не снижался. Но это было связано с ожиданиями, что война закончится. Нам рассказывали, что кофе будем пить на набережной в Ялте, ну и так далее. Да? Вы помните это все. Третий год войны. Снижение было значительное в городе Николаеве, тоже порядка 10, наверное, там чуть больше процентов, 11. Ну и четвертый год войны, видим тоже незначительное, но снижение происходит. В целом, если посмотрим вот здесь экселевские данные, таблица такая, да,
Excel посчитал за вас, можете перепроверить. Видим 577 это март 2022 год, стоимость квадратного метра, и 480 это январь 2026 года, что показало нам снижение 16,81%. Ну, так себе ничего, на минутку 17% за 4 года войны удешевела недвижимость. Это, друзья, именно так ведет себя рынок недвижимости. Не слушайте вот этих болтунов, которые вам рассказывают, что рынок недвижимости, то он обрушился на 70%, потом он вырос на 70%. То есть это абсолютно неадекватные люди с точки зрения непрофессиональные. Поэтому, друзья, рынок недвижимости не ведет себя таким образом. И вот эта цифра 17%, да, в большую сторону округлим, она очень похожа на правду. Дальше, друзья, смотрим следующий слайд. Здесь мы с вами будем говорить о квартирах эконом-комфорт бизнес-класс. Это, напомню вам, вторичный рынок, снижение минус 0,32% в целом по городу. Можете посмотреть стоимость квадратного метра в долларах по админрайонам. И также снижение в процентном соотношении по административным районам. Друзья, следующий слайд посвящен первичному рынку квартиры эконом-класс, снижение минус 0,23%. И также можете посмотреть, что произошло в абсолютных цифрах, стоимость квадратного метра по административным районам, ну и снижение в процентном соотношении. Следующий слайд. Здесь будет у нас первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс. Также наблюдаем незначительную динамику снижения минус 0,16%. В абсолютных цифрах стоимость квадратного метра по админ-районам можете посмотреть. И, конечно же, снижение в процентном соотношении. Друзья, следующий слайд традиционный. Будем говорить о тенденциях длиною в 1 год. Период сравнения январь 2025 год, видим $495 за квадратный метр. Напомню, мы говорим о классе социальное жилье. И спустя год или 12 месяцев видим, что в январе 2026 года это $480 за квадратный метр. Что показало нам, друзья, в годовом измерении всего лишь незначительное, друзья, я не ошибся, 95, да, не ошибся. Всего лишь незначительное снижение, минус 0,32%. То есть, ну, это практически ни о чем, да, практически ни о чем. То есть, ну да, еще раз перепроверим, 495, 480, да, похоже на правду. Также, друзья, мы делаем для немного саморекламы для крупных украинских системных банков и иностранных банков, которые работают на территории Украины. Делаем индексы, друзья, считаем. Индекс недвижимости. Ну, во-первых, давайте я вам покажу, что такое индекс недвижимости, расскажу, да. Во-первых, здесь видим 0, он отрицательный, запятая, 9,70. Индекс недвижимости – это макроэкономический показатель, который характеризует изменения стоимости во времени, стоимости недвижимости, конечно же. Считается он очень просто, если у вас есть статистические данные. 480, показываю на примере социального жилья, делим на 495, получаем снижение минус 0,32% за год, или же вот этот отрицательный индекс 0,970. Друзья, я знаю, что меня смотрят люди, которые работают в финансовых учреждениях, это управление по рискам или риск-менеджменту. Данные специалисты очень хорошо знают, как меняется стоимость денег во времени. А я один из немногих, друзья, в Украине знаю, как меняется стоимость недвижимости также во времени, причем всей недвижимости по всем сегментам и по всем классам. И на примере класса социального жилья вам это показываю. Для того, чтобы найти меня, вы можете просто в описании YouTube канала найти Viber телефон мой, можем списаться, созвониться, как вам удобно. И, так сказать, составим техническое задание
И я и компания Alim Consulting будем делать ежеквартальные отчеты. Это исследования, которые будут показывать вам, что происходит с недвижимостью, под которую ваше финансовое учреждение выдало финансовые какие-то средства. То есть кредитный портфель весь с недвижимостью. Вы будете отслеживать, что происходит с недвижимостью, растет стоимость или же снижается. Данная синергия знаний поможет и вам, в общем-то, развивать ваш сложный бизнес, ну и мне заниматься, естественно, наукой, и компания Lean Consulting также развиваться. Друзья, переходим, наверное, к следующему слайду. Да? Запомните, что минус всего лишь за год 0,5%. Теперь мы уже подводим итоги. Что произошло за год с целым регионом, куда входит у нас, еще раз напомню, Одесса, Николаев, город Херсон. Информация есть, но там рынка практически нет. Там реально беда-беда. Ну, там территория, которая настолько сильно обстреливается, что там просто, ну, там нет рынка недвижимости, хотя люди там что-то выставляют, какие-то данные есть. Итак, давайте подведем итоги. Январь 2026 год на примере класса социальное жилье. Одесса $735 за квадратный метр. Рост в годовом измерении 4,26%. Город Николаев. Снижение видим, что там не бьется цифрами, 400, что-то, ну давайте, ладно, я перепроверю, но в принципе, может быть, это город Николаев, $480 стоимость квадратного метра, снижение 3%, да, ну, может быть, вот здесь где-то ошибка какая-то, может быть, здесь. Ну, хотя, давайте поверим Excel, да, я перепроверю, снижение минус 3%. Если мы, так сказать, подведем итоги, вот это среднее арифметическое число $608 за квадратный метр по региону 1 января 2026 года, сравнивая с 1 января 2025 года $600 за квадратный метр, то ну, здесь вроде как все похоже на правду. Видим незначительную динамику роста 1,25% всего лишь за год. Друзья, то есть положительная динамика по целому при Черноморскому региону. А сейчас, друзья, о прогнозах. Запомнили, да, 1,25% рост. Давайте я закрою показ слайдов. И о прогнозах. С учетом того, что уже видим по факту, январь месяц показал нам хоть и положительную динамику по Одессе, там 0,5%, а город Николаев показывает нам снижение, друзья, снижение стоимости на протяжении, в общем-то, почти всего года. Так вот, я предполагаю, что динамика снижения будет следующая. То есть февраль где-то минус 1% в целом по региону, по каждому городу, где-то больше, где-то меньше будет. Это февраль. Март минус 1%. То есть мы к концу первого квартала должны увидеть, я предполагаю, сравнивая март 2026 года с мартом 2025 года, снижение будет где-то, наверное, 1,5% в целом по региону. Друзья, я, ну, как оно называется, всего лишь предполагаю, а Всевышний располагает. Поэтому, но вот эти тенденции, которые уже я наблюдаю по всей Украине, то есть Днепр стал показывать снижение стоимости квадратного метра, город Киев начал показывать снижение стоимости квадратного метра, город Харьков, ну и так далее, перечислять 24 крупных областных города-центра. Так вот, я практически не сомневаюсь, что мы увидим к концу первого квартала минус 1,5% снижения стоимости в целом по региону. Друзья, но время пройдет быстро, всего лишь 2 месяца осталось. Запишу такое же видео очередное и, в общем-то, разберемся на самом деле, что произойдет с недвижимостью Причерноморского региона. Друзья, пришло время прощаться.
Для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью, вам необходимо что сделать? Правильно подписаться на мой канал. Вы также можете лайки ставить, дизлайки данному видео. А еще вы должны помнить, друзья, что я ваш скромный слуга. И компания Olymp Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен, станут для вас компасом, ну или как минимум путеводной картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.